thank you all for coming, and I'm sorry we are so late coming here. Спасибо большое. С медиа. Я не умею обращаться. Вверх. Раз. Слышно? Спасибо большое за то, что собрались. Мы просим прощения за то, что мы так поздно приехали. I'm sorry we are late because we had a bit of a problem. We thought we were coming from the presentation of my public statement to this hotel, but the driver took a detour to take us to a different hotel before we came here. So I'm very sorry, I did not want to be so late. К сожалению, возникла проблема, когда я сделал свое первичное заявление, мы сделали его в здании про ООН, и нам сказали, необходимо ехать в гостиницу Парк Inn, что является совершенно не тем местом, куда мы должны были приехать, поэтому мы просим извинений за то, что мы так сильно задержались. So we'll try and maximize on the time we have. I have presented my preliminary report to the public. It's going to be a public document in a few hours, and I have debriefed the government in terms of my findings. My preliminary findings. The process, as some of you know, is that we will now go through a writing of the final report, which we shall submit to the government to get their comments, and it will be a public document by June of this year. И мы попытаемся максимально использовать оставшееся время. На самом деле я через несколько часов представлю документ на всеобщее обозрение, тот документ, в рамках которого проводился дебрифинг с представителями государственных органов власти, и в этом отчете мы отображали предварительное обнаружение моей миссии. Но заключительный отчет будет представлен на рассмотрение правительства для получения их комментариев, замечаний в июне этого года. Let's change. I think it's better if you use the one. Yes. Right. Okay, thank you. Can I just speak like this? It's okay, yes. Since I'm not being recorded, since not many people speak English, so it's okay. Наверное, будет так лучше, если я буду говорить без микрофона, потому что немногие, я так понимаю, говорят по-английски. So generally speaking, I have found that I leave Kazakhstan with very positive impressions of this country. И в целом я могу сказать, что уеду из этой страны с очень положительными впечатлениями о ней. I am thoroughly impressed by the people of Kazakhstan and how warm and courageous they are in coming forward to giving me information. И я очень впечатлен той теплотой и той смелостью людей, которые подходили ко мне и предоставляли мне информацию. And I want to thank everybody for the warmth and the hospitality that has been extended to me and my team during this visit. И я хочу поблагодарить всех вас за то гостеприимство, которое вы оказали мне и моей команде во время нашего пребывания здесь. Now, generally speaking, as I said, I leave with very positive impressions. Опять же, повторюсь, я уеду из этой страны, имея очень положительные впечатления о ней. They are positive for a number of reasons. The first one being that the government has been willing and able to accommodate my visit and invite me to this country. И первое положительное впечатление, в первую очередь, я хотела бы адресовать в адрес правительства, которое выразило свое желание пригласить меня сюда. And it's positive because the people that I have met from different walks of life, who are activists, trade union leaders, victims, survivors, are all very determined to see a better Kazakhstan. И также я очень имею положительные впечатления о тех людях, с которыми встречался. Это правозащитники, это представители профсоюзных организаций, это пострадавшие и жертвы. Все они хотят видеть Казахстан лучшим. And it's positive because in the 23 years of independence of Kazakhstan, a lot has been achieved at the economic and social levels. И у меня также положительное впечатление о том, что за 23 года своей независимости Казахстан смог добиться очень многих результатов в экономической и социальной сфере. And I believe very strongly that if the same energy and focus is now put onto political and civil rights, and especially the freedom of peaceful assembly and association, Kazakhstan will be fine. И я также уверен, что если та же энергия будет приложена к осуществлению политических и гражданских прав, особенно права на свободу мирных собраний и ассоциаций, то это не даст незамедлительные результаты. And that is a task that's really up to you, the people of Kazakhstan, to take up and to push and to lobby and to pressure your government to achieve and to put the same energy
into changing political and civil rights the way you have done to change the economy of this country. И сейчас перед вами, народом Казахстана, стоит задача продвигать, лоббировать, подталкивать правительство Казахстана к тому, чтобы они изменили ситуацию с гражданскими и политическими правами, так как они изменили ситуацию с экономикой в этой стране. And it is positive, my impressions are positive because I think some of the things that need to be done on freedom of assembly and association are really quite simple. Но также у меня складывается положительное впечатление о том, что необходимо сделать в этой стране по поводу права на свободу мирных собраний и ассоциаций, и это довольно простые вещи. Kazakhstan has a strong and good constitution that guarantees these rights. У Казахстана очень сильная и надежная конституция, которая гарантирует такие права. The problem is the laws that are then put in place below the constitution. Но проблема заключается в законах, которые вырабатываются и стоят по уровню ниже Конституции. And these laws, the problem with the laws is not something new. The government itself has acknowledged that there are problems with the laws in terms of guaranteeing human rights. И правительство признает те проблемы, связанные с законодательством, то, что это законы, которые должны обеспечивать эти права и свободы. And so the issue now is moving forward to actually implementing those concerns so that the people of Kazakhstan can, by law and constitution and by international human rights law, enjoy their full rights of freedom of assembly and association. И сейчас задача стоит в том, чтобы реально реализовать те права, которые гарантированы гражданам Казахстана по закону, по Конституции и международным обязательствам. There's a bit of an issue as well around mindset. Но также есть вопросы, связанные с мировосприятием. The government keeps talking, when I have raised issues, keeps talking about the limitations and restrictions of the rights. Правительство во время моих встреч с ними всегда говорили о необходимости ограничения таких прав. It focuses on those restrictions so that they talk about national security, they talk about rights of others, they talk about traffic issues in terms of freedom of assembly. И всегда во время встречах правительственные чиновники говорили о необходимости акцентировать свое внимание на ограничениях, так как это связано с вопросами национальной безопасности, прав других людей, проблемы с общественным транспортом, например. So I've recommended that this whole paradigm be shifted upside down. И я рекомендовала, чтобы эта парадигма, она была поставлена с ног на голову. Focus on the right first, and then you can focus on restrictions afterwards. Сначала необходимо фокусировать свое внимание на правах, и только потом на ограничениях. Because both international human rights law and the constitution of Kazakhstan place the rights up here and restrictions below. Потому что и международное право по правам человека, и Конституция Казахстана ставит права во главу угла, и только потом идут ограничения. And so it's not something new that I am discovering. This is something that you all, I'm sure, know, and the government also is aware of those issues. И это не какое-то новое открытие. Это те вопросы, о которых и вы знаете, и правительство знает. I have recommended as well that in terms of registration of political parties, for example, И также я сделала рекомендацию, что, например, в отношении регистрации политических партий, that the government creates an independent body that is not controlled by the executive, nor by the legislature, nor by the judiciary. я рекомендовала, чтобы правительство создало некий независимый орган, который не контролируется ни исполнительной, ни судебной, ни прочими властями. That can regulate and register political parties on its own accord. Который может регулировать и регламентировать деятельность политической партии самостоятельно. The current system is not working, nor is it fair to those who want to compete with the government. Существующая система, она не работает, и она является несправедливой в отношении тех партий, которые бы хотели конкурировать с лидирующими партиями. It just does not make sense to say, I want to compete with the government, I want to criticize the government, I want to oppose the government, and then I go to the same government and ask them to register me. Не имеет смысла в том, чтобы сказать, я хочу конкурировать с правительством, я хочу представлять противоположную точку зрения, и при этом обращаться к тому же правительству для того, чтобы эта партия была в итоге зарегистрирована. And that should not be a problem in a country where in the last elections the president won 95.5% of the vote. И на самом деле это не проблема в этой стране, в которой в последние президентские выборы президент занял 95,5% голосов. I think that's one of the highest margins of victory I've ever seen I think the next one that's as high was actually in Rwanda, where the president won 95%, not 95.5, 95%.
И я думаю, что это высокая планка победы. Ее не сравнить ни с какими другими странами. И вторые идут Руанда, в которых президент занял 95% голосов. Даже не 95,5, а просто 95. So there should be no problem then allowing people to oppose and allowing people to disagree and allowing people to dissent if you have so much support in a country. И на самом деле не будет никакой проблемы для людей высказывать свои противоположные мнения, не соглашаться, если в стране будет такая большая поддержка. And similarly on the issue of freedom of peaceful assembly, тоже касается и права на свободу мирных собраний. I recommend, and again, as the government itself has agreed, a thorough review of the law on assemblies and picketing and meetings and gatherings outside, because that law has taken away the freedom of peaceful assembly from being a right and turned it into a favor and a privilege. Я рекомендовал и попросил правительство Казахстана, и Казахстан признал необходимость пересмотра закона об организации проведения мирных собраний, шествий, пикетов, процессий и демонстраций с тем, чтобы поменять его и превратить ту привилегию, в которую превратилось право, в настоящее право. The right to freedom of assembly is a right, which means that you have a right to do so. Право на мирные собрания есть право, что говорит о том, что у вас есть право проводить такие мирные собрания. But in this country, that right has been turned to the point where you must beg for permission to exercise the right. It's not then a right at all. И в Казахстане все перевернулось так, что сейчас необходимо просить разрешения на реализацию этого права, что уже не является правом как таковым. And as the government itself has recognized, most of the assemblies in the last 3 years have been unauthorized as opposed to being authorized. И как само правительство признает, за последние 3 года большинство